Всем привет! Сегодня у меня на обзоре смартфон от фирмы Apple iPhone 15 Plus на 256 ГБ в розовом матовом цвете. В этом видео мы поговорим про характеристики данного смартфона и подумаем, стоит ли его рассматривать к покупке в 2025 году. Итак, приступим. Начнем с комплектации. В комплекте у нас есть кабель для зарядки с разъемами Type-C. Кабель у нас плетеный, качественный, думаю, хватит надолго, на несколько лет точно. Так, далее у нас есть в комплекте яблочко, последняя, кстати, в данной модели, скрепка для извлечения лотка сим-карты и прочая документация, которую никто никогда не читает. На этом у нас по комплектации все. Блок питания нам не положили, как всегда, его придется покупать отдельно. Теперь кратко пройдемся по характеристикам. Спереди у нас расположен качественный OLED-экран с диагональю 6,7 дюймов, поддержкой True Tone и динамическим островом, как в предыдущих 14 Pro моделях. С левой грани у нас расположен переключатель бесшумного режима, кнопки регулировки громкости и лоток для сим-карты формата Nano SIM. На правой грани у нас расположена кнопка для включения устройства и блокировки экрана. На нижней грани у нас расположены микрофоны, динамик и разъем Type-C версии 2.0. Кстати, через разъем Type-C можно выводить видео формата 4К HDR через кабель Type-C DisplayPort. На задней стороне у нас расположено две камеры. Одна основная на 48 мегапикселей и вторая широкоугольная на 12 мегапикселей. Также здесь у нас находится вспышка и микрофон, логотип Apple и магниты MagSafe. Также хотел добавить по поводу динамического острова. Здесь у нас расположена в нем 12-мегапиксельная фронтальная камера и датчики Face ID. Теперь перейдем в AIDA, чтобы посмотреть более детальные характеристики. Кому интересно, ставьте на паузу, чтобы разглядеть более детально. Так, если зайти в раздел устройства, здесь мы видим основные характеристики, дата выпуска телефона, габариты и вес устройства. Так, если зайти в раздел «Процессор», здесь мы видим, какой процессор установим, его частота и техпроцесс. А в разделе «Память» мы видим объем оперативной памяти и объем накопителя. В разделе «Дисплей» мы видим размер дисплея, плотность пикселей и разрешение экрана, а также и стандартная яркость экрана. А в разделе «Камеры» мы видим основные характеристики камеры и ее возможности. В разделе «Батарея» мы видим объем батареи и какая конкретно батарея у нас установлена. В разделе «Операционной системы» видим версию OS, которая шла в комплекте с телефоном. Теперь перейдем к синтетическим тестам, запустим Geekbench 6 и посмотрим, сколько баллов набирает данный процессор. Ну и также сравним его с остальными моделями. Так, запускаем тест. Он длится около 5 минут, но я его, наверное, перемотаю, чтобы вы не ждали. Так, вот тест закончился, вот у нас результаты. Ставьте на паузу, чтобы разглядеть более детально. Так, Single Core 2563 балла. Можно сравнить с предыдущими моделями и посмотреть, насколько он стал быстрее. Также мультикор. Можно посмотреть, сколько баллов у нас набирают предыдущие модели. Но также можете сравнить со своей моделью. Также давайте сравним данную модель с моделью 15 Pro Max и выделим основные отличия. В основном они отличаются камерами. В модели Pro Max у нас есть дополнительная камера, есть поддержка 5X и макросъемки. В базовой версии этого нету. Также у них отличаются экраны. 15 Pro Max поддерживает 120 Гц и функцию Always On. А в базовой версии у нас только 60 Гц, поддержки Always On у нее нету. Также можно заметить, что они отличаются толщиной рамок. У 15 Pro Max более тонкие рамки. Также они отличаются версией USB разъема. В Pro Max это версия 3.0, а в базовой линейке это версия USB 2.0. В остальном это два крутых мощных смартфона, которые хватит еще на лет 5 точно. Также хотел показать чехол, который подойдет к данному смартфону. Такой вот прозрачный чехол с поддержкой MagSafe, который защитит при падении, ну и в принципе подчеркивает
вот этот Барби стайл цвет смартфона. Теперь давайте подведем итоги. Данный смартфон в целом офигенный. Здесь есть все, что необходимо для любого пользователя, кроме 120 Гц. А в остальном, если кому-то нужно 120 Гц или там макросъемка, телевик, те возьмут прошку. Остальным, думаю, будет достаточно с головой базовой версии. Ее производительности хватит для большинства задач. Что касается обновления с предыдущих версий, в принципе, если у вас 14 версия, 13, я бы не обновлялся. Они по производительности практически одинаковые. Разница только вот в Type-C разъеме, там несколько фишек добавили, плюс динамический остров. В остальном это практически одинаковые смартфоны. Также жду ваших комментариев, что вы думаете о данном смартфоне. Возможно, я что-то упустил и не озвучил в рамках короткого видео. В принципе, на этом все. Более детальные характеристики я прикреплю к описанию этого видео. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующем видео. Всем пока!